Начало сентября 2011 года. Гражданская война в Ливии близится к кульминации. Правительственные войска, лояльные Каддафи, пару недель назад окончательно терпят поражение в боях за Триполи. В столице устанавливается новая власть под руководством Переходного национального совета. Сторонники лидера Великой социалистической народной ливийской арабской Джамахирии, это так в полном варианте называлась Ливия при Каддафи, отходят в два последних оплота сопротивления повстанцам: в город Бени-Валид, юго-восточнее Триполи, и город Сирт в центре страны на побережье Средиземного моря. Ко второму из них, Сирту, родному городу Муаммара Каддафи, тянутся колонны повстанцев со всей страны. Именно эта битва станет последним эпизодом гражданской войны в Ливии. Именно ее исход и ее последствия предопределят ход ливийской истории на ближайший десяток лет. Началом гражданской войны в Ливии принято считать беспорядки февраля 2011 года. Однако прежде чем обратиться к этим событиям, стоит пару слов сказать об общей обстановке в Северной Африке и на Ближнем Востоке в этот момент времени. К началу 2011 года регион столкнулся с рядом социально-экономических проблем: высоким уровнем безработицы среди молодежи, ростом цен на продовольствие и большой долей молодого населения без перспектив трудоустройства. В декабре 2010 года в Тунисе начались массовые протесты, которые в январе привели к свержению президента Зин Аль-Абидин Бен Али. Почти сразу волнения перекинулись на Египет, где в феврале президент Хосни Мубарак объявил о своей отставке. Эти события, получившие название «Арабская весна», вызвали цепную реакцию по всему региону. Успех протестов в Тунисе и Египте вдохновил оппозиционные движения в других арабских странах, включая Йемен, Бахрейн, Сирию и Ливию, где Муаммар Каддафи правил с 1969 года. Глобальные причины арабской весны, ее предпосылки, внешнее влияние на эти события и другие аспекты – тема для отдельного разговора. Это очень сложный и многогранный процесс, и мы бы не хотели его упрощать. Это было бы неправильно с нашей стороны. Важно понимать, что события в Ливии были тесно связаны с общими настроениями в регионе на начало 2010-х годов. Волнения охватили не только саму Ливию, но и соседние страны. Формальным поводом для начала столкновения между протестующими и правительственными силами принято считать арест правозащитника Фатхи Тербиля в городе Бенгази 15 февраля 2011 года. Фатхи Тербиль представлял интересы жертв семей подавления бунта в тюрьме Абу-Салим в 1996 году. Что касается самих событий 1996 года, точные обстоятельства и количество жертв до сих пор остаются предметом споров. Различные источники называют цифры от нескольких сотен до более чем тысячи жертв среди заключенных. Однако на текущий момент с уверенностью невозможно подтвердить ни конкретные цифры, ни полную картину произошедшего. На фоне недавних событий в Тунисе и Египте, где в результате массовых протестов произошла смена власти, арест Тербиля спровоцировал немедленную реакцию. Уже на следующий день в Бенгази начались демонстрации, требовавшие его освобождения. Они быстро переросли в широкие антиправительственные выступления, а впоследствии и в боестолкновения. Уже к концу февраля, началу марта вооруженные столкновения начали проходить не только в Бенгази, но и по всей Ливии. События охватили все крупные города, включая Триполи, Бенгази, Мисурату и Тобрук. Довольно быстро противники Каддафи получили доступ к огнестрельному оружию.
По всей стране захватывались военные базы, объекты полиции и других силовых структур. Также стоит отметить нередкие случаи перехода целых подразделений на сторону протестующих. Так, в 20-х числах февраля в Бенгази во время подавления беспорядков вместе с подчиненными ему подразделениями спецназа МВД на сторону протестующих переходит беспрецедентно высокий в иерархии Ливии человек – министр внутренних дел Абдул Фатах Юнис. Впоследствии он станет одной из ключевых фигур в рядах повстанцев и даже будет объявлен их главнокомандующим. Также в феврале-марте 2011 года в Бенгази из США прибывает один из ключевых деятелей ливийской оппозиции, довольно известный на сегодняшний день как в Ливии, так и за ее пределами человек – Халифа Хафтар. Хафтар практически сразу оказывается на высоких местах в иерархии повстанцев. Однако о его дальнейшем участии в гражданской войне существуют довольно противоречивые данные, вплоть до того, что в 2011 году он покинул страну, не найдя себе места в рядах новой власти. Столкновения в разных регионах Ливии имели довольно разный характер. Так, например, в Триполи ситуация была стабилизирована очень быстро. Протесты середины февраля не переросли в боевые столкновения, однако так было далеко не везде. Помимо упомянутого ранее Бенгази, где на 17-20 февраля уже по сути шли бои с применением огнестрельного оружия и боевой техники, стоит выделить и другой центр конфликта – город Мисурата. Мисурата расположена в западной части Ливии, в 200 километрах восточнее Триполи, и является третьим по населению городом страны. Там, как и в Бенгази, довольно быстро повстанцы завладели огнестрельным оружием. Уже 23 февраля после череды столкновений правительственные войска были вынуждены отступить из городской черты и занять позиции вокруг города. Таким образом, началась так называемая осада Мисураты, которая продлилась аж до середины мая 2011 года, то есть в общей сложности около 3 месяцев. Другими основными очагами повстанцев стали также город Эззавия в 45 километрах к западу от Триполи и горы Нафуса, историческая местность в Ливии, населенная берберами, в 150 километрах юго-западнее Триполи. В 20-х числах февраля 2011 года власть полностью теряет контроль над исторической местностью Киренаика, в которой находятся города Бенгази и Тобрук. В Тобруке на сторону повстанцев массово переходят подразделения вооруженных сил. 27 февраля противники Каддафи объявляют о создании Переходного национального совета, главой которого становится действующий министр юстиции Мустафа Абдель-Джалиль. Пользуясь развалом управления сил Каддафи на востоке страны, силы Переходного национального совета начинают наступление на запад, вдоль побережья, захватывая города Адждабия, Брега и Раслануф. Стремительная потеря Киренаики, обретение повстанцами огнестрельного оружия и местами боевой техники довольно быстро заставило правительство Каддафи применить грубую силу в лице вооруженных сил. Так, в упомянутых ранее городах Бенгази, Мисурате, Эззавии и в горах Нафуса на начало марта 2011 года начались полноценные бои с применением всего спектра сил и средств. В бой пошли танки, ствольная артиллерия, РСЗО и авиация. Из народных волнений процесс буквально за пару недель трансформировался в полноценную гражданскую войну. И нужно сказать, что на начало марта силам Каддафи действительно в какой-то мере удалось выровнять ситуацию в стране. Продвижение повстанцев из Киренаики на запад Ливии было остановлено у города Бен-Джавад. Начиная с 5 марта правительственные силы отодвинули Переходный национальный совет обратно к Бенгази. Повстанцы, преимущественно с легким вооружением, очень мало что могли сделать армейским подразделениям. هم الفرسان هم الجوارح هم حاول يا سيدي الله اكبر ودي صمت راهو المزبعه هذا السالم المشروع يصيدها يا ودي في مدينه بنغازي امام جامعه كريونس
ايدك عزه قارب. هو الجرح. مرحب بكم. بارك فيك. يا طبيب يا مزمهر، سيدها يا ودي. هوب. فرق واحده فوق، فرق. زيدك معز. خليه بعدين. Правительственным войскам к середине марта удалось ликвидировать центр повстанцев в Эззавии, окончательно блокировать Мисурату и подготовиться к штурму Бенгази. В горах Нафуса, не сказать, что успешно, но шла кампания по восстановлению порядка. Однако 16 марта 2011 года Совет Безопасности ООН принимает резолюцию 1973, в которой объявляет бесполетную зону над Ливией и вводит эмбарго на поставки оружия для правительственных сил, а также обещает предпринять все необходимые меры для защиты гражданского населения. 19 марта 2011 года страны НАТО начинают несколько объединенных операций в воздухе и на море, нанося удары по объектам ливийской армии. Так запускается американская операция Odyssey Dawn, французская Harmattan, британская Элами и канадская Mobile. Авиация НАТО продолжит наносить удары по войскам Каддафи вплоть до конца гражданской войны в Ливии. USS Kearsarge have begun protecting Libyan citizens from Libyan leader Muammar al-Gaddafi and his regime. Strikes by the AV-8B Harrier pilots against Gaddafi's ground forces and air defenses started earlier this morning. They're joining an international effort to halt an offensive against the Libyan populace, something the 26th Marine Expeditionary Unit's commanding officer, Colonel Mark Dessens, says they're designed to do. The efforts in Libya are collectively called Joint Task Force Odyssey Dawn. It was established to provide control of U.S. military forces supporting the international response in Libya that came out of the United Nations Security Council Resolution 1973. The resolution authorizes all necessary measures to protect civilians in Libya under the threat of attack by Gaddafi. Начало военно-воздушных операций НАТО, а в частности удары по аэродромам и уничтожение тяжелой боевой техники, было достаточно болезненным для войск Каддафи. Так, в конце марта правительственные силы, которые уже вплотную подошли к Бенгази, были вынуждены вновь отступить к Раслануфу, в том числе и вследствие череды точных авиаударов. Ливийская армия оставляет за собой Адждабию и Брегу. Позже, в ходе очередного контрнаступления, сторонники Каддафи выбили переходный национальный совет обратно в Адждабию, и линия фронта на несколько месяцев, вплоть до конца лета 2011 года, остановилась на рубеже между Брегой и Адждабией. Командование на участке Киренайки, восточная Сирта, осуществлял сын Каддафи Мутасим. Блокада другого крупного города, Мисураты, на март-апрель 2011 года продолжалась. На этом участке действовало одно из наиболее боеспособных подразделений ливийской армии 32-я бригада, она же бригада Хамиса, под командованием младшего сына Каддафи Хамиса. Правительственные войска неоднократно пытались переломить ситуацию в Мисурате. انسحبت 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 وين ما فيهاش واقف بالغ الشيء برم السرطان قاعد مش يتلمنا راه السرطان صغيره بس
Однако ни одна из попыток штурма окруженного города не увенчалась успехом. Несмотря на создание некоторых критичных ситуаций для обороны города, наступающим силам так и не удалось окончательно разбить повстанцев. После нескольких месяцев городских боев, потерь техники и личного состава, в том числе от ударов с воздуха, блокирующие подразделения ливийской армии потеряли инициативу на поле боя. В середине мая лоялистов окончательно выбивают из Миссураты, а позже, в июне-июле, отодвигают на дальние окраины, значительно разжимая блокаду. В горах Нафуса на этот момент идут бои с переменным успехом, однако там тоже правительственным силам не удается добиться полной ликвидации сил повстанцев. К середине лета на этом направлении инициатива также от лоялистов переходит к оппонентам Каддафи. Конец лета 2011 года можно считать переломным моментом гражданской войны. Именно в этот момент на всех направлениях Переходный национальный совет начинает свое наступление. В начале августа силы повстанцев достигают большого успеха в горах Нафуса. Противники Каддафи прорываются на север, к Средиземному морю. 13 августа начинаются бои за Завию. 14 августа перерезается трасса Триполи-Тунис. 15 августа захвачена Сабрата и занята большая часть Завии. 18 августа захвачен город Гарьян. Путь на Триполи открыт как с запада, вдоль прибрежного шоссе, так и с юго-запада, из города Гарьян. 21 августа повстанцы проходят Завию с запада и Аль-Азизию с юго-запада. Внутри самого Триполи начинаются боестолкновения. Спящие ячейки повстанцев вступают в бой с лоялистами. Ночью первые подразделения Переходного национального совета извне входят в Триполи. В это же время в районе Миссураты фронт также приходит в движение. Линия боевого соприкосновения все дальше отодвигается от города. 13 августа повстанцы занимают Таверку, а 19 августа занимают Злитон. В некоторых источниках можно найти информацию о том, что часть повстанцев из Миссураты на катерах смогла переправиться в Триполи. Объективных подтверждений этому найти не удалось, однако это вполне можно предположить. 22 августа начинаются интенсивные бои за Триполи, в том числе и за казармы Баб-аль-Азизия, место предполагаемого нахождения самого Каддафи. Этот комплекс правительственных зданий в течение этого же дня неоднократно подвергается бомбардировкам авиации НАТО, обстрелам из артиллерии и РСЗО. 23 августа лоялисты Каддафи покидают северные районы Триполи, включая Зеленую площадь, отступая к казармам и на юг города. К концу дня обороняющие казармы прекращают сопротивление и сдаются повстанцам. Сам же Каддафи, как сообщается, используя подземные коммуникации, перешел в южную часть города, в отель Риксос, откуда конвоем в южном направлении и еще подконтрольным правительственным силам покинул город. 24-28 августа можно считать периодом окончания боев за Триполи. В городе заканчивается зачистка. Оставшиеся сторонники Каддафи отступают на юг вглубь страны. Бои за столицу Ливии продлились около недели. После быстрого падения Триполи оставшиеся силы лоялистов были вынуждены отступить на юго-восток от столицы, в направлении города Тархуна. Там, по свидетельствам очевидцев, 29 августа при неизвестных обстоятельствах погибает младший сын Каддафи, Хамис. Местоположение самого Муаммара Каддафи к концу августа 2011 года остается неизвестным. Вероятнее всего, из Триполи лидер Джамахирии последовал в город Сабха на юге страны. Там он прощается с большей частью его семьи, сыновьями Мухаммедом и Ганнибалом, женой Сафией и дочерью Аишей. Те впоследствии покинут страну, перейдя контрольно-пропускные пункты на границе с Алжиром. В Ливии же останется сам Муаммар Каддафи, его сыновья Мутасим и Сейф аль-Ислам. Мутасим Каддафи, как ранее отмечалось в ролике, был поставлен командовать направлением Киренайки и вместе с наиболее боеспособными соединениями ливийской арабской армии отошел в Сирт.
Сейф аль-Ислам же, по всей видимости, был назначен отцом на направление города Бени-Валид. Трудно сказать, на что конкретно, помимо поддержки родного племени Каддафа, рассчитывал глава ливийского государства, отступая в Сирт. Очевидно, что к сентябрю армия Ливии по большей части прекратила свое существование. Подавляющая часть военнослужащих или оказалась в рядах Переходного национального совета, или сдалась, или погибла в боях. Подразделения, оборонявшие Сирт и Бени-Валид, в массе своей представляли собой осколки бывших бригад, лояльных бойцов из местных племен и ближайшее окружение Каддафи из всевозможных служб безопасности. Тем не менее, именно эти два города на ближайшие месяцы станут последними оплотами сопротивления Джамахирии. Начало сентября 2011 года можно считать началом битвы за Сирт. Подразделения ливийской армии в первых числах месяца еще относительно свободно могли перемещаться в треугольнике между городами Бени-Валид, Сабха и Сирт. Назвать это полноценным контролем, пожалуй, нельзя, но связь между данными населенными пунктами еще существовала. Каддафи после падения Триполи имел возможность покинуть страну через границу с Алжиром, как это сделала большая часть его семьи. Но, по всей видимости, глава Джамахирии еще на что-то рассчитывал и надеялся продолжить борьбу с повстанцами, опираясь на местные племена, в том числе и на его родное племя Каддафа. Именно поэтому точкой своего отступления он выбирает Сирт. Прежде чем перейти к анализу самой битвы, стоит пару слов сказать про город. Немного южнее Сирта, в населенном пункте Абу-Хади, в 1942 году родился сам Муаммар Каддафи. После прихода полковника к власти в результате революции 1969 года в этот регион делались значительные денежные вливания. Сирт стал своеобразной витриной ливийского государства. Здесь велись образцово-показательные стройки. В частности, например, здесь был построен конференц-центр Уагадугу, принимавший собрания Африканского союза и Лиги арабских государств. В 2010 году в Сирте проживало около 75 тысяч человек. Часть населения к моменту начала боев город успела покинуть, но это далеко не все. Наличие гражданства в городе станет большой трагедией, ведь во время боев по городу летело все, от авиабомб до снарядов реактивных систем залпового огня. — 15 сентября 2011 года во множестве источников в интернете указывается как дата, когда повстанцы прорываются на западные окраины Сирта, якобы вступают в бои на мосту Гарбият и доходят чуть ли не до центра города. Однако каких-либо кадров или иных объективных доказательств тому нет. Стоит сказать, что за наибольший объем материалов о битве за Сирт нужно поблагодарить катарский канал Аль-Джазира. Их репортеры действовали на 3 направлениях, откуда группы Переходного национального совета заходили в город. Это запад, со стороны Мисураты, восток со стороны Бенгази и юг из пустыни, с магистрали от Сирта до Сабхи. Информация, которую вы можете найти на просторах интернета о битве за Сирт, привязка к датам и местности, как правило, строится на репортажах Аль-Джазиры. Так как ее корреспонденты находились непосредственно в порядках наступающих подразделений Переходного национального совета, ситуацию они демонстрируют со слов этой стороны, напрямую передавая информацию, которую они получают от повстанцев. Именно поэтому зачастую эти данные нужно перепроверять и хотя бы сопоставлять со свидетельствами участников боев, опубликованных уже после битвы. К сожалению, не сохранилось никаких объемных свидетельств, видеозаписей, текстов со стороны сторонников Каддафи. В городе практически сразу после начала боев пропал свет и интернет. Представителей СМИ в окружении, очевидно, тоже не было. 16 сентября выходит новое включение корреспондентов Аль-Джазиры с запада, со стороны Мисураты, в котором упоминается о боях гораздо западнее моста Гарбият, в долине Вади-Джариф, которая, вероятно, являлась передним краем позиций лоялистов Каддафи на западных подходах к городу. Также из интересного, в одном из эфиров от 16 сентября повстанцы в своем выступлении упоминают о нахождении Каддафи и его сына Мутасима в городе. Это полностью соответствует действительности.
18 сентября происходит следующее включение с запада, в котором репортер на месте прогнозирует быстрое взятие города и ограниченное сопротивление сторонников Каддафи. Однако к ночи того же дня в следующем репортаже появляется уже другая информация, где корреспондент отмечает серьезное сопротивление лоялистов на западе и дает более осторожные оценки. Этим косвенно подтверждая, что ни в какой центр города повстанцы пока не прорвались, и бои идут на западных окраинах. Вероятно, на текущий момент до Сирта дошли только передовые группы переходов Национального совета. Основная часть повстанцев только прибывает. К ночи 19 сентября появляется видеозапись, демонстрирующая, что повстанцы вошли в западную окраину города Сирта, прошли круговую дорожную развязку и находятся у здания компании электроснабжения. Идет интенсивный бой, в котором повстанцы плотно обстреливают строения в городской черте. Нам удалось установить точное место съемок и перевязать его к местности. Таким образом, можно смело утверждать, что на ночь 19 сентября повстанцы проломили оборону лоялистов на западе. И если не вошли непосредственно в городскую застройку, то вплотную приблизились к ней. То, что вы сейчас увидите на своих экранах, является симуляцией. Специально для этого видеоролика я и мой сотрядник ТТ Джедай в Armoury Forger воссоздали реальный ливийский город Сирт. Планировка города, его районы, ключевые объекты и даже некоторые дома были воссозданы нами по спутниковым снимкам, фотографиям и видеозаписям из этого населенного пункта. Экипировка, вооружение, боевая техника и многое другое были специально подобраны нами для воссоздания событий сентября-октября 2011 года. Люди, записи которых вы сейчас увидите на экране, это никакие не актеры, и задачи, что им поставлены, они вольны выполнять абсолютно любым образом, который они только посчитают нужным. Пока по круговой, пацаны, круговую. Да, я тут. Круговую займите, по сторонам смотрите. Выходи на связь, пожалуйста. Моя роль в этом эпизоде — это, если формально выражаться, командир отделения Переходного Национального Совета, то есть я на стороне тех, кто в действительности на Сирт наступал. Моему отделению придан БТР М113, и если смотреть на карту, то с него высадились мы в красном квадрате, как раз недалеко от круговой развязки на западе Сирта. И задача наша на текущей стадии — это занять здание компании электроснабжения, в которой находятся позиции противника, то есть лоялистов Каддафи. Да. Давай за мной едь. Денис, приготовься по целям работать, я сейчас буду объяснять тебе, куда бить. Кто там? Джамбо, 213 ставь, будет первое выезжать. На азимуте 60 уже противник на крыше. Я понял. Да, возле 113. Левее меня прикройте, пожалуйста. Джамбо на связи? Там еще флаг видно, Денис, там еще флаг видно. Правее минарета, самое высокое здание. РПГ по нам, по-моему. Откатись, немножко откатись, Андрей, назад откатись. Андрей, откатись. Денис, живой? Да. Перезаряжай. Блять, прям по тебе бьют. Откатывайся назад. Противник активно ведет по нам огонь и не дает продвинуться дальше места нашей высадки, поэтому командир нашей стороны принимает решение одну из М113, не моего отделения, отправить по флангу, а мы должны находиться позади и прикрывать их, в том числе используя наш БТР. Прикройте машину, прикройте, там наше отделение на фланг поехало. Прикройте. Просто поработай по городу. Денис, работай по городу. Стой, далеко не едь. Вот так, нормально. Работай, Денис, работай. Просто под зданием. Направо, давайте, направо. Пользуемся высотой. Работай, блядь, активно. Блядь. Назад, Андрей.
Как вы видите, все сразу пошло не по плану. М113 свою мы потеряли, механика-водителя сразу убила прилетом РПГ, а стрелок, к сожалению, впоследствии от кровопотери погиб. Тем не менее, другому отделению на М113 по флангу проехать дальше удалось, и поэтому командир нашей стороны принимает решение бросить нас в атаку. Вот эти трассеры, которые вы видите по левую руку от меня, это соседнее отделение, которое пробилось на фланг. Они там наступают. Давай, проходи дальше, проходи дальше. Краун, проходи дальше. Проверь второй этаж, мы на первом закрепимся. Проверь второй этаж. Не выходите на центральное шоссе. Противник под... Работаем по пехоте. Так, забрал, да, забрал его. По потерям, что у вас? По-моему, один человек. Вы можете продвигаться? Прямо вдоль берега идти? Да. Еще одного забрал, еще одного забрал. Пошли вперед прорываться, мы походу их продавили немножко. Давай вперед прорываться. Прорываемся. Пойдем, пойдем, пойдем по правой части улицы. Убил одного. Еще одного забрал. Пошли вперед. На кадрах это выглядит достаточно сумбурно, но оно так было и в игре. Мы от безысходности, потеряв М113 на месте высадки, пошли в сторону развязки просто пешком, без прикрытия, без дымов, без ничего. А наш противник, судя по всему, успешно обороняясь, почувствовал в себе силы и решил зайти во фланг тому отделению, которое было от нас по соседству. Нас они 100% в этих домах не ожидали, поэтому получилось хорошо разменяться, и теперь уже мы почувствовали в себе силы двигаться дальше. Вы что там остановили сзади? Противник второй этаж, через дорогу. РПГ есть? ГП, РПГ. В ту сторону работает. Двухэтажный дом у перекрестка, там где магазин. Второй этаж. Там где магазин правее, понял? Двухэтажный дом с Пакистана. По нему работай, по второму этажу. С РПГ. Там крыша еще. Да, хорош, правильно. Подавлять можешь? Пулеметчик, подавляй это здание. Давай попробуем пройти туда. Пулеметчик, сможешь подавлять? Зохан. Секунду, мотались. Я сейчас дымы раскину, попробуем к ним туда прорваться. Дымы раскину. Какое здание? Могу подавлять. Да, Джо. Правее магазина. Мы не сможем без домов. Мы не сможем. Надо... Сможем с дымами? Ватстар, мы хорошо прорвались. Проходим вперед, пока стараемся прорваться. Пошли. Пошли туда. На кольце, Вадик. На кольце, Ватстар, на кольце. Все, на... Пробегай вперед. Пошли это здание штурмовать. Пошли. Попались. Пока там не заходят, вы продвигайтесь дальше. User joined your channel. Я ранен. Я хилюсь. Топус. Какое? 113 передвигается, ближе к нам. Убил одного. Я еще одного убил. Дважды меня, если это можно так сказать, помиловал вражеский снайпер. Первый раз, когда пробегал круговую развязку, и второй раз, когда вышел на крышу. Во втором случае, видимо, противник не смог разобрать мою форму и принял за своего. Нам уже удалось пройти далеко вперед, и более того, мы даже обогнали соседей. Но, как впоследствии оказалось, прорываясь вперед, во фланге у себя мы оставили противника, который нормально так потрепал соседнее наше отделение. Короче, кажется, силы тоже.
ДНРшка. Промазал. Влад, пошли, в здании работает, слышь, автомат работает, пошли. Выбьем его. Где работает? Откуда работает эта информация? Убил его, убил. Работал, убили его. Всё, он минус. Джама, подождешь один, не иди. Да мы вот тут с Люциусом. Люциус, спрячься! Работают с здания на многоэтажке, спрячься. Ждем вас, кто там, пацаны? Платопус, Краун. Вот это здание, с которого только что ранили моего напарника, это и есть здание компании электроснабжения. Именно его нам и потребуется занять. И, как вы видите, подошли мы уже довольно близко. Пробил. Влад, лечись, пока мы будем дальше проходить. Краун, давай на прикрытие садись, а мы с Платопусом... Не, слышь, не пались, они же не знают про нас. РПГ давай... Они на флаге? Платопус, давай ты с РПГ, а мы с Крауном попробуем пробежать. Кран тоже с РПГ. Краун, откинь РПГ, выкинь его. У меня нет. Чтобы они не затрофеили. Выкинь, чтобы не затрофеили саму пусковую. Зохан, давай тоже сюда, мы пробегаем уже в здание этой электрокомпании. Я в 50 метрах сзади от вас. Краун, да, работай с РПГ. Краун, побежали. Побежали к зданию. Давай за нами, Краун, давай за нами. Связь. Джама, связь. Мы у флага. Поднимаем флаг. Принял. А Джама живой? Да, живой, я поднимаю флаг. Все, победили. После безусловного успеха Переходного национального совета на Западе, в боях за город наступила, если это можно так сказать, пауза. Время однозначно было на стороне повстанцев. Сирт был полностью блокирован, и ни помощи, ни снабжения извне у окруженных лоялистов возможности получить не было.
Поэтому наступающие могли себе спокойно позволить остановить попытки прорыва в центр города с запада и подтянуть другие направления. До 29 сентября неоднократно в репортажах корреспонденты Аль-Джазиры заявляют, что на восточных окраинах города идут бои, однако никаких тому свидетельств нет. Безусловно, движение с востока со стороны Бенгази повстанцы имели, причем имели стабильно и регулярно, но мы предполагаем, что информация, преподнесенная Аль-Джазирой за эти дни о том, что повстанцы контролируют гостиницу и район порта на востоке, является скорее преждевременной. Так, кстати, 29 сентября имеется эфир, в котором корреспондент заявляет о том, что лоялисты в районе порта и гостиницы контратаковали и отбросили наступающие силы Переходного национального совета. Насколько это правда, сказать сейчас тяжело, были ли там какие-то контратаки или нет. Вероятно, таким образом некоторые деятели повстанцев оправдывают свои предыдущие преждевременные доклады о прорывах к окраинам города с востока, которые до этого широко пошли в средства массовой информации. В целом стоит сказать по поводу преждевременных докладов. Еще с 15 сентября, с момента подхода к дальним окраинам Сирта с запада, каждый день появлялись включения повстанцев в эфире Аль-Джазиры, в которых они заявляют, что вот-вот пару дней и мы возьмем Сирт. Однако сроки эти все время сдвигаются вперед. Нужно отметить, что, несмотря на свое обреченное положение, меньшинство, недостаток тяжелой бронетехники, в которой преимущество было уже у новой ливийской власти, оборонялись сторонники Каддафи очень достойно, заставляя наступающих с большими усилиями и потерями подбираться к городу. Уровень обученности оборонявших Сирт также можно в массе своей назвать более высоким, нежели у повстанцев, что город атаковали. Недаром ранее мы отмечали, что большую часть лоялистов Каддафи в Сирте составляли бойцы из специальных служб, близких к самому лидеру Джамахирии, у которых в массе своей проблем ни с навыками, ни с мотивацией не было. В случае поражения практически всех этих людей не ждало ничего хорошего, что и в общем-то заставляло их продолжать эту, казалось бы, обреченную борьбу. Тем не менее, уже 30 сентября совсем неприятные для обороняющихся новости приходят с южного направления. Появляются кадры съемочной группы Аль-Джазиры с авиабазы Гордабия, она же аэропорт Сирта совместного базирования. На кадрах корреспонденты записывают съемку у здания терминала и передвигаются очень спокойно. Очевидно, что линию боевого соприкосновения отсюда подвинули далеко. Все это время, пока западный и восточный фланг подтягивались к городу, лоялистам удавалось удерживать авиабазу и прилегающий к ней населенный пункт Абу-Хади. Однако 30 сентября сторонникам Каддафи пришлось отступить с аэродрома севернее, аж на юг Сирта, в район конференц-центра Уагадугу и университета. Новость о взятии прилегающего к авиабазе населенного пункта Абу-Хади повстанцы дадут только 3 октября. Вполне возможно, что уже после взятия аэродрома в городе еще оставались незначительные очаги сопротивления не успевших отступить бойцов Джамахирии. Однако 30 сентября уже можно утверждать о том, что западное направление атаки Переходного национального совета со стороны Мисураты и восточное направление атаки со стороны Бенгази смогли объединиться в районе авиабазы и продолжить наступление на Сирт с юга и с пустынной местности. Следующие значимые новости датированы 4 октября. С востока, там где находится порт и гостиница Аль-Кардабия, появляется множество кадров, демонстрирующих присутствие наступающих. Можно констатировать, что силы Переходного национального совета здесь потеснили лоялистов, вошли в восточную городскую черту и продолжат наступление. Передняя линия сторонников Каддафи находится в микрорайоне многоквартирных домов в северо-восточной части. По ним ведут огонь повстанцы и готовятся к заходу в 3-й район Сирта. В этом эпизоде нам предстоит очень непростая задача. Я отметил для вас стартовую позицию, и от нее мы должны будем прорваться в восточную часть населенного пункта и занять здание почты, которое находится западнее Зеленой площади. Равно так, как и в действительности, передний край сторонников Каддафи представляет из себя восточную часть 3-го района и квартал высотных домов.
Как вы понимаете, взять такую плотную, а тем более многоэтажную застройку в лоб, если возможно, то с очень большими потерями, поэтому наше командование в этом эпизоде идет на хитрость. Со стартовой позиции, через север, через коттеджи, мы попытаемся пролететь на машинах аж до квартала высоток и высадиться прямо там, у противника под носом. Предполагается, что такой дерзкой акции он ждать не будет. Едьте за мной, парни. За мной едьте. Парни, за мной М2 едет за моей машиной. Едет. Это по нам так фигачат уже? Да, это по нам. Да, почему сушка наша нихуя не работает? На экране зенитная установка, которая со стартовой позиции прикрывает наш проезд. Работай. Там куча мусора, работай. Левее от кучи мусора. Вот видишь, здание поваленное. Туда лупи. 300-400, хуй знает. Ебать. Я спрятался нахуй. Ближе к воде, ближе к воде. Давай, подавляй дома, с М2 по домам начинай работать. Вижу, Вазик проезжает дальше по северу, в сторону запада, по побережью. Я хуй знает. Еще вторая миничка, еще На подавление. Откатывайте зушку, откатывайте зушку. Высаживаемся и занимаем дома занимаем. Тут противник в здании соседнем. Высаживайтесь. Гранаты может кидать. Отходите от машины. Отходите от машины, гранаты может кидать. В соседнем доме кто-то был. Давай правее, пошли правее. Мы дальше проходим, дальше. Пацаны, проходим дальше дальше по улице. Да, по улице дальше проходим, не будем дома чистить. Будем вперед идти. Пошли вперед. Проходите, пацаны. Проходите, не стойте. Бегом. Пробегайте. Так, парни, по-моему, на севере в квартале от триггера уже враг, имейте в виду. Здание двухэтажное с такими пики торчат. Там, короче, Угу, понял. Да они там переходят дороги, или это наши? Миллион пулеметчиков за домом, сейчас миллион будет пулеметчиков, блядь. Вдоль воды. Вот сколько у нас людей погибло?
Проходите сюда, пацаны. Проходите сюда и пошли дальше. Найдите друг друга найдите и пошли дальше по улице. Пошли за мной, пацаны. За мной пошли. Пошли за мной по улице проходим. Дальше не уходите, там с другой сектор. Пошли за мной. Работают по нам, осторожно. С фланга работают. Давай сдвигаемся в сторону триггера. На Там- почту давайте. Прошла группа дальше, двойка. Кругляшок синий, двойка прошла, как меня приняли? Триггер. Принято. Но все равно говорю, предупреждаю вас, пацаны. Артюха, давай к триггеру смещай. Мы спокойно здесь триггер можем. Да, давайте, пацаны, потихонечку смещайтесь к тригану. Артюху убили, походу. На запад, то есть на запад. Можно ли там пойти? Заходите, короче, в них Учитывая, что большая часть нашей стороны, квартал многоэтажек, прошла и двинула в сторону почты, Виланд, кадры которого вы видите сейчас на экране, принимает решение смещаться обратно к почте. Братка, кто на перекрестке, лучше зайди в триган, не надо там свечивать. У нас, кстати говоря, враг у тебя в спине. Угу. В триган, залетай в триган сразу. Все, хорош, будь там. Слышу, где стреляют. Я ранен. Отходи. Ну зайди внутрь, блядь, закрытую все. Живой? У нас есть кто-то? За зеленым хорошо, встань. Боец, которого Виланд скосил, это один из последних наступавших. Несмотря на то, что нам в целом удалось подъехать туда, куда мы хотели, в дальнейшем удача была не на нашей стороне. Очень быстро повыбивали всех командиров групп, включая меня, и управление этой толпой, которая оказалась в сложных условиях, по сути, в тылу противника, абсолютно потерялась. Более того, часть бронетехники, на которой мы прорывались, противник даже сумел затрофеить. В дальнейшем она сыграет, эта техника, с нами злую шутку. Вернемся к южному направлению, где несколькими днями ранее сторонники Каддафи покинули авиабазу Гордабия. Линия боевого соприкосновения отсюда сдвинулась севернее, к университету Сирта и конференц-центру Уагадугу. В прошедшие дни повстанцы сумели занять развязку на юго-востоке города. Объективные кадры этого события отсутствуют, однако нет никаких сомнений, что это произошло, учитывая развитие ситуации в следующие дни. С 6 по 8 октября неоднократно появляются несколько эфиров Аль-Джазиры, в которых корреспонденты, со слов Переходного национального совета, заявляют о взятии под контроль университета Сирта. Объективных кадров контроля хоть и не демонстрируется, однако сомнений в этом никаких нет, потому что уже на следующий день в эфире мы видим этот репортаж. В нем один из представителей новой ливийской власти стоит на фоне стеклянного здания конференц-центра Уагадугу.
Этот комплекс строений сторонники Каддафи превратили в свой опорный пункт и успешно удерживали его длительное время, нанося наступающим значительные потери. Кадров из этого места на сегодняшний день имеется много. Здания конференц-центра до сих пор остаются сильно пострадавшими. Во время боев за город, опираясь на открытые пространства вокруг, лоялисты могли выстроить от этого импровизированного опорного пункта крепкую оборону. Есть информация, что в этом же комплексе долгое время находился и сам Каддафи. После падения Уагадугу лоялисты отступят сначала в район больницы Ибн Сина, а позже и в сам Сирт. Таким образом, южная окраина полностью занята подразделениями Переходного национального совета. Что касается западного направления, то 7 октября появляются кадры включения Аль-Джазиры совсем рядом с круговой развязкой на западе города. С одной стороны, съемочная группа работает здесь довольно спокойно, но с другой, нужно констатировать, что движение повстанцев на западе носит очень ограниченный характер. Несмотря на глубокий прорыв в первые дни боев за Сирт, дальше силы Переходного национального совета продвинуться за практически 20 дней не смогли. Оборона лоялистов на западе отбивает любые попытки продвижения, опираясь на плотную застройку второго района и микрорайон высотных домов южнее. شوفوا فيهم يا رجل 10 октября выходит репортаж, в котором заявляются, что силы Каддафи оставляют больницу Ибн Сина и отходят в южные районы Сирта. Раненых бойцов Джамахирии эвакуируют в другое учреждение – больницу, находящуюся во втором районе. Накопительный эффект 20 дней боев в окружении, под постоянными артиллерийскими обстрелами, бомбардировками, в условиях полностью перекрытого снабжения дает о себе знать. Сторонники Каддафи на 10 октября понесли большие потери убитыми и ранеными. Переходный совет же, напротив, сумел накопить силы. На территории Ливии осталось всего 2 города, где лоялисты оказывали сопротивление. Это сам Сирт и Бени-Валид. Город Сабха на юге страны был взят в 20-х числах сентября. Оборонявший его гарнизон армии Джамахирии сдался повстанцам. Обстановка в Бени-Валиде также не позволяла рассчитывать на какой-то успех. Эти данные мы приводим к тезису о том, что на начало октября у Переходного национального совета были развязаны руки. Повстанцы по всей стране массово стекали в Сирт, чтобы самим принять участие в заключительных боях. 11 октября атакующие Сирт буквально преследуют отступающих с больницы Ибн Сина лоялистов и заходят в городскую черту. Местом высадки нашей стороны в этом эпизоде станет район садов южнее Сирта. Конечной целью нашего продвижения является ни много ни мало управление безопасности рядом с городским парком. Как вы видите, чтобы туда добраться, нужно пройти немалое расстояние в городской застройке, поэтому план командования на этот раз таков. Противник удерживает 2 района, это Аль-Доллар и Аль-Шабия. Наша же сторона поделена на 2 по сути большие группы, и каждая из групп попробует сделать разведку боем в своем районе. Мы в районе Аль-Доллар, соседняя группа в районе Аль-Шабия. По результатам разведки боем наше командование сместит абсолютно все силы в тот район, в котором будет проще продвигаться. Никто не отстает там? Я думаю, тут хотя бы вход будет на дачу. К сожалению для нас, наступающих, 3-й эпизод начался просто с катастрофы. Моя группа нормально высадилась и начала движение в Аль-Доллар, а вот соседняя группа, которая должна была заходить в район Аль-Шабия, они попали под шквальный обстрел прямо на месте высадки. Причем у них была машина М113, там ехала часть пехоты, и в нее из РПГ прилетело буквально на первых же секундах.
Вот это избиение, которое происходит на месте высадки, вы частично можете от Брокли наблюдать. Помимо того, что ПМ-113 из РПГ сразу же прилетела, так еще и Брокли добивает ее из крупнокалиберного пулемета. Оборона в этом секторе, конечно, многократно превосходит любые возможности атаки. Вы видите, какая позиция у крупнокалиберного пулемета Брокли, многоэтажный дом, да еще и с таким видом. Такие позиции просто так, как вы понимаете, не выбиваются. Информация о том, что другая группа разбита, у нас, конечно, отсутствует формально, но когда мы отбегали от места высадки, то прекрасно видели и слышали огромное количество прилетов из РПГ, канонаду, которая не кончается и по сию секунду, поэтому каких-либо иллюзий по поводу судьбы наших сокомандников мы, конечно, не испытываем. На связь с нами тоже никто не выходит, ни командир первой группы, ни командир стороны, который тоже попал там на месте высадки под раздачу. Но деваться некуда, тем более противника, судя по всему, в районе Альдолар нет, они сейчас все отвлечены на место высадки, поэтому через район городского парка мы попробуем выйти к управлению безопасности. И пошли вперед, пошли вперед. Осторожно, слышите? Не перелезайте, пойдем вот так вот вдоль этого. Пробегайте, пробегайте, кто там остался, пробегайте. Шли вон левее. Крыша. Какая крыша? Проходите к этой пирамиде, пошли. К пирамиде этой пошли. Где ты? Кого-то на крыше увидел. Убили его? А, блядь, двое их там, пацаны, не подходите сюда. Иначе нас сейчас тут зажмут. Их там несколько человек на крыше. Крыша. Блять, они уже в центре. Они в Сити-парке. На западе, парни, на западе. Да... Везде. Информацию дайте, где они, плюс-минус. Информацию дайте, где они, плюс-минус. Оттянитесь, кто может. Да мы киньте, оттянитесь. Оттягивайтесь, пацаны. Давай, беги, Клиган, беги. Так, а мы куда денемся? Погибли, блядь. Большие потери у нас.
Пользуясь начавшимися боями на юге города, силы Переходного национального совета с направления Бенгази с востока глубоко заходят в населенный пункт, занимая район Зеленой площади. Это можно четко увидеть на видеозаписи от 12 октября. На этих кадрах, снятых Associated Press, хорошо видно характерное здание революционного комитета, напоминающее шатер. 11-12 октября можно без преувеличения назвать решающими днями битвы за Сирт. Именно в эти 2 дня произошел коллапс обороны лоялистов, заставивший их полностью покинуть восточную часть города. На юге 12 октября силы Переходного национального совета занимают управление безопасности Сирта и мечеть Аль-Рабат. К концу 12 октября под контролем сторонников Каддафи остается только район Аль-Доллар, городской парк и 2-й район. Туда отошли группы, оборонявшие восточную и южную часть города. 13 октября съемочная группа Аль-Джазиры отмечает, что, несмотря на серьезное продвижение Переходного национального совета в городской черте, сопротивление лоялистов все же остается достаточно сильным. Продвижение пришлось замедлить. Эта информация в других разборах битвы за Сирт, например на ютубе, часто интерпретируется как контратака сторонников Каддафи. Однако, скорее всего, имела место быть определенная пауза в продвижении вследствие глубокого и неожиданного для самих наступающих броска. Повстанцы постепенно начинают подтягивать свои силы вглубь города. Уже 14 октября в новом включении нам рассказывают о том, что район Аль-Доллар перешел под контроль наступающей стороны. По кадрам тяжело сказать, снимают ли действительно этот район, однако это не столь существенно. 17 октября репортер ведет запись уже из четко установленного нами места – городского парка. В левой части экрана часто мелькает панорама на 2-й район, последний участок контроля сторонников Каддафи в Сирте. Именно туда их, то есть лоялистов, оттеснили в последние дни. Как уже отмечалось ранее в контексте боев на западном направлении, эта часть города имеет плотную застройку. Также лоялисты все еще занимают многоэтажный микрорайон через главную дорогу Сирта. Никакие атаки сторонниками Каддафи уже не предпринимаются. В следующие 2 дня последуют несколько попыток штурма 2-го района. Выдвинуться ко 2-му району нам предстоит из квартала высоток, который ранее уже фигурировал во 2-м бою. Для того, чтобы выполнить задачу, нам потребуется занять опорный пункт сторонников Каддафи между 1-м и 2-м районом. Это здание магазина. На этот раз весь бой пройдет уже в городской черте. Моей группе скомандовали двигаться ближе к центральному шоссе города Сирта. Вторая же группа, как всегда наши соседи, двигаться будут вдоль прибрежного шоссе. Те дома впереди, осторожно просматривайте, не спешите. Зушка, вижу вражескую М2, которая стоит по дороге, вот этой северной, которой мы должны идти. Зушка, будь готова стрелять. Зушка, вижу вражескую М2, которая стоит по дороге, вот этой северной, которой мы должны идти. Зушка, будь готова стрелять. Отлично, Смотри. давай. Лупи, Сашо, видишь, лупи. Давай, сука, пидоры ебашь. Скажешь, когда перезарядка. По Зушке дают ответ, не выходите. Да, на берег угадывается. Land Rover M2, на котором только что выкатился наш противник, ранее был, кстати, нами потерян и врагами нашими затрофеен. Артуха ГПшит, Зушка выкатывается на дорогу вдоль берега. Принято, не вижу ее. А пехота? Пехота вдоль домов, там дальше по дороге. Вдоль домов, там дальше по дороге. Зушка работает. По Зушке отработал. Зушка, минус, похоже.
Базушки дают ответ, не выходите. О, минус пулемет. А вы этот дом защищаете? Нет, то есть дверь открыта. Тут свои все. Давайте двигаемся. Смотри, двигаемся, смотри, смотри. двигаемся. Видишь? Там дымы. Если там где противник дымы, полупи туда. Полупи. Зашел один негодяй. Ой. По минарету отрабатывают, ебать. Это не наш наглавная аллея, там где примерно нижнюю в первом этаже выглянул только что. Хуй знает. Здар погла. Глядывает периодически. В нашу сторону? Да, вот главная дорога, которую ты сказал смотреть. Да-да-да, ну значит там пехи врага, блядь. Там и наши есть. Там снайпер аккуратно. Займи соседний подъезд. Лево. НСВ нашел у них позицию. Ты снаружи в нее зашел или как? Да, нет, я через крышу зашел. Там такое здание угловое, типа магазина. Через него зашел. Подойди сюда, подойди ко мне. Кинь гранатомет мне. Смещаемся, смещаемся. А север не нашего квадрата. Подойди, чтобы выплохом. Да, давайте. Джамбо, прием, слышишь? Да, слышу. Не по тебе сейчас стрелял. Нет, не по мне. Осторожно, осторожно здесь. Бля, да ёб тудей. Они двигаются по крышам. В нашу сторону. Ёлкин, пошли к следующим домам пройдем. А кто возле красной будки какой-то сидит такой?
Блять, своего убил, ёпта, Хендрикса убил. А вот это Хендрикс, по-моему, Он там сидел под... Не заметил, сука. возле красной будки, да. Я же спрашивал. Потому что я в соседнем вот вижу этот магазин. Следующая улица это магазин, который нам надо взять. Там на втором этаже кто-то возле тебя, Джамбо, прыгает. Наша? Сука, я... Сука, они слышат, пидорасы. Я слышу, он на тебя слышит. Смотрите флаг. Они черти рядом, блядь. Блять, его с фланга откуда убили, с фланга убили. Со стороны этого минарета, блин, какой-то кусок был. Я внутри минарета. Там уже все убито. Аккуратно там, блядь, Джумба, сюда, назад, заходи в здание. На самом минарете кто сидит? Свои, нет? Противник в минарете. В минарете. Вот этот, который по диагонали. Квадрат стоит. Не-не, на высоте минарета. На высоте нет. Там враг, значит, в краске. Пулеметчик, мне кажется, или у нас по зданию кто-то бегает? Наверное, не знаю. Контроль. Я тоже на соседнем пришел. Там никто не заходил, не вижу. На крыше. На своем экране вы видите, как командир нашей стороны ТТ «Медуза» заходит в здание магазина. Это и есть тот самый опорный пункт сторонников Каддафи, который нам предстояло взять. И он был нами взят. Информация, которая прозвучит в этой части видео, основана главным образом на статье организации Human Rights Watch о боях за Сирт. У ее представителей была возможность посетить места событий, осмотреть следы боя и останки, а также поговорить с теми, кто принимал непосредственное участие в бою. Свидетельства о последнем дне Муаммара Каддафи, описанные Human Rights Watch главным образом со слов двух людей. Первый — это Мансур Дау, двоюродный брат Каддафи и по совместительству глава службы его безопасности. Второй — это Юнис Абу-Бакр Юнис, сын министра обороны Ливии Юниса Абу-Бакра. Имена практически полностью похожи, поэтому не путайте их. Нельзя сказать, что слова указанных выше людей являются до конца объективными, особенно учитывая, что события они пересказывали, находясь в плену. Однако это единственные уцелевшие сведения от людей, участвующих в этом бою со стороны лоялистов. Ночью с 19 на 20 октября территория 2-го района подверглась интенсивному обстрелу с применением артиллерии и реактивных систем залпового огня. Исходя из положения дел, сын Муаммара Каддафи Мутасим распорядился организовать попытку прорыва из окружения колонной на имеющемся автотранспорте, а это около 50 машин.
Большинство машин это пикапы, тяжело нагруженные боеприпасами и оружием, часто с установленными пулеметами и зенитными орудиями. Изначально прорыв колонны планировался на период от 3:30 до 4 часов утра, чтобы создать фактор неожиданности и воспользоваться темнотой. Однако из-за погрузки раненых из больницы 2-го района начало движения пришлось отложить аж до 8 утра. В 8 утра колонна начинает свое движение и пытается пробиться в западном направлении, где застройка была не такой уж плотной, но, очевидно, сразу сталкивается с силами повстанцев, так как город был полностью окружен. Далее прямая цитата Мансура Дау. «Присутствие в воздухе было против нас. Авиация вскоре после начала движения атаковала нас дважды. В нас не попали напрямую, но боеприпас детонировал рядом с нами, и произошел такой мощный взрыв, что подушки безопасности в машине раскрылись и меня поразило осколками». Пытаясь уйти от самолетов и дежурящих в небе дронов, колонна сворачивает с главной дороги на юг и сталкивается с расположением повстанцев из Мисураты. Завязывается бой. Халид Ахмед Раид, повстанец, описывает это так. Колонна подошла к нашему расположению и обстреляла ворота из РПГ, а затем открыла по нам огонь. Мы начали отстреливаться. Они пытались обойти строение, где мы были, и нам пришлось открыть по ним огонь из зенитной установки. Колонна продолжила движение. Далее один из находящихся в воздухе самолетов НАТО наносит удар по колонне 2 бомбами ГБУ-12, весом по 500 фунтов каждая. Большое количество бойцов погибает от удара. Колонна окончательно останавливается, а кадры разбитых транспортных средств вы сейчас видите на своих экранах. После удара самолета выжившие разбежались. Муаммар Каддафи и его ближайшее окружение укрылись в заброшенных зданиях рядом с местом удара. Юнис Абубакар Юнис рассказывает. «Мы увидели раненого Мутасима там. Он был в передней части колонны, когда по ней ударили. У входа в здание было караульное помещение, и мы нашли там Муаммара в шлеме и бронежилете. У него был пистолет в кармане и автоматическое оружие. Мансур Дау пришел и забрал моего отца и Муаммара в другой дом. Позже сын Каддафи Мутасим покинул укрытие с 8-12 бойцами, сказав: «Я попытаюсь найти для вас выход отсюда». Вскоре стало слышно, как начался бой с подошедшими повстанцами. Спустя некоторое время, по словам Мансура Дау, Муаммар Каддафи и оставшиеся члены руководства побежали к дренажной трубе в насыпи ближайшей дороги, примерно в 100 метрах от караульного помещения, которое упоминалось ранее. Каддафи в сопровождении Мансура Дау, Абубакра Юниса и 2 сыновей Абубакра Юниса, а также около 6-7 телохранителей, пересекли открытое поле и проползли через дренажную трубу к противоположной, то есть западной части дороги. Когда Муаммар Каддафи и его окружение укрылись у дренажных труб, его телохранители вступили в бой с противником на дороге наверху. Один из телохранителей во время боя бросил несколько осколочных гранат в подходящих повстанцев. Далее цитата Юниса Абубакра Юниса. Охранники бросали гранаты вверх к дороге, но 3-я граната ударилась о бетонную стену и отскочила обратно, упав между Муаммаром Каддафи и моим отцом. Один из бойцов попытался схватить гранату и отбросить ее, но она взорвалась, и он потерял часть руки. Осколки попали в моего отца, и он упал на землю. Муаммар Каддафи также был ранен гранатой в левую часть головы. Далее Абубакр Юнис погибает на месте от осколочных ранений. После взрыва гранаты группа повстанцев спустилась с дороги и захватила истекающего кровью Муаммара Каддафи. Захватив Каддафи, повстанцы начали издеваться над ним. Кровь уже хлестала из осколочной раны на голове. Бойцы из бригад Мисураты окружили Каддафи, избивая его кулаками и крича «Аллаху Акбар» и «Мисурата». Командир повстанцев Халид Ахмед Раид признает: «Когда мы захватили Каддафи, ситуация была хаотичной. Вокруг было очень много бойцов. Он был жив, когда я его видел, поэтому его, должно быть, застрелили позже, а не когда мы его видели здесь». Но это была жестокая сцена. Его положили на кузов пикапа, который пытался увести его, и он упал. Это было очень запутанно. Люди тянули его за волосы и били его. Мы не могли контролировать толпу. В интернете, в том числе на ютубе, имеются видеозаписи всего этого действа, которые в кадры нашего фильма мы принципиально решили не вставлять.
В конечном итоге Муаммара Каддафи уже безжизненного поместили в машину скорой помощи и увезли с места событий в Мисурату в огромной колонне. Мутасима Каддафи, то есть сына, живым берут в плен. Несколько видеозаписей показывают Мутасима живым после захвата, очевидно без смертельных ран. Последний ролик с еще живым Мутасимом показывает его сидящим в помещении на матрасе. Ему предлагают воду и сигареты, а также говорят, что вылечат его раны. Мутасим отвечает, что эти раны – это его медали. Мутасим вступает в словесную перепалку с захватчиками, которые взяли его в плен. Он критикует их за съемку видео, говоря прекратить вести себя как подростки. В ответ вооруженные люди угрожают ему, говоря: «Ты думаешь, это детская игра? Ты увидишь, когда мы закончим с тобой, ты увидишь, собака». Мутасим Каддафи был мертв уже в середине 20 октября, всего через несколько часов после пленения. Human Rights Watch осмотрела тело Мутасима Каддафи 21 октября и обнаружила большую рану на горле, которой не было на предыдущих видеозаписях. После окончания боя боевики захватили живыми примерно 140 сторонников Каддафи в районе разбитой колонны. Изначально, напомню, количество прорывавшихся составляло около 250 человек. Около 70 пленных из этих 150 человек были погружены в грузовик и отправлены в Мисурату около полудня. Утром 21 октября тела как минимум 66 казненных были обнаружены на территории отеля Махари, расположенного всего в нескольких сотнях метров к северу от места захвата Каддафи. Human Rights Watch посетила отель Махари 23 октября и обнаружила тела 53 погибших, из которых все мужчины. Тела были сгруппированы вместе, очевидно там, где они были убиты, на траве сада отеля с видом на море. Трава под телами была залита кровью. У некоторых мужчин руки были связаны за спиной веревками или пластиковыми стяжками. Вокруг валялись гильзы от автоматов АК и ФАЛ. В итоге более 100 членов колонны погибли на месте боя, большинство в результате ударов с воздуха. Как минимум 53 и, возможно, до 66 человек были казнены в отеле Махари. Эти убийства представляют собой крупнейшую задокументированную казнь задержанных, совершенную силами противников Каддафи за 8 месяцев конфликта в Ливии. Переходные власти Ливии не предприняли шагов для расследования этого преступления, несмотря на то, что доказательства указывают на то, что члены бригад Мисураты либо совершили это преступление, либо имеют прямые свидетельства о нем. Такими страшными событиями закончилась битва за Сирт. Дата ее окончания считается 20 октября 2011 года. Наиболее вероятно, что численность участвующих сторон составляла до 2000 со стороны лоялистов Каддафи и около 5-7 тысяч человек со стороны Переходного национального совета. Оборона Бени-Валида, второго крупного очага лоялистов, продлилась до 17 октября, то есть еще до даты окончания боев за Сирт. Сын Каддафи, Сейф аль-Ислам, принимавший участие в обороне Бени-Валида, сумел бежать из окруженного города и был пойман уже в конце следующего месяца ноября. В истории Ливии, конкретно Сирта, это еще далеко не конец всей трагедии. Сразу же после окончания войны против сторонников власти Каддафи по всей стране массово начали вспыхивать конфликты между вчерашними повстанцами, вооруженными региональными бригадами, возникшими вследствие недавних боевых действий. Переходный национальный совет, она же новая власть Ливии, 8 августа 2012 года передала управление государством Всеобщему национальному конгрессу, фактически вселивийскому парламенту. Однако единая власть в стране продержалась весьма недолго, особенно учитывая разницу во взглядах на будущее Ливии, в том числе и в вопросах ислама. В оппозиции к Каддафи была значительная часть как тех, кто выступал за светскую Ливию, так и тех, кто стремился к усилению роли ислама в государстве. В январе 2014 года Всеобщий национальный конгресс Ливии должен был уйти в отставку по истечению электорального мандата, но в декабре 2013 года провел самостоятельное голосование и принял решение продлить действие своих собственных полномочий еще на 1 год.
Это событие устроило далеко не всех и дало начало новой гражданской войне в Ливии, уже между бывшими противниками Каддафи. Халифа Хафтар, ранее упоминавшийся в этом видеоролике, собрав вокруг себя значительное количество выходцев из бывшей армии Джамахирии, основал Ливийскую национальную армию. В 2014 году им была начата военная операция под кодовым названием «Достоинство» против Всеобщего национального конгресса, где большую часть ключевых позиций заняли исламисты. С тех пор и по сей день в Ливии с разной интенсивностью продолжаются боестолкновения, в том числе и по принципу «все против всех». Наряду с этим в 2013 году в Ливии активизируется целый ряд запрещенных террористических организаций, включая ту, что называется 4 буквами. Под властью террористов в разное время оказываются крупные города Бенгази, Дерна и другие. В самом же Сирте в 2015 году организация из 4 букв создает свою столицу в Северной Африке, наподобие той, что располагалась в сирийской Раке. Многострадальный Сирт до сегодняшнего дня, помимо описанных нами в текущем видеоролике боев, переживет еще 3 больших битвы, 2 с участием террористов и 1 между войсками Хафтара и правительством в Триполи. На текущий момент в Ливии установлено двоевластие. Страна разделена между правительством маршала Хафтара в Бенгази и правительством в Триполи. Сирт входит в территории под контролем ливийской национальной армии Хафтара. Сейчас в Ливии, по меркам событий последних лет, относительно тихо. Хотелось бы и закончить на этой якобы позитивной ноте, но, если сказать по правде, то ситуация на сегодняшний день находится скорее в подвешенном состоянии. За столько лет в Ливии не был установлен устойчивый мир, и ситуация в любой момент может перерасти в новый виток гражданской войны. Поэтому остается только пожелать нормальной жизни и процветания, сполна поверьте натерпевшемуся ливийскому народу, и отдать дань памяти всем тем людям, которые погибли и пострадали в этой ужасной войне. Друзья, я хочу поблагодарить вас за то, что досмотрели этот фильм до конца, и хочу сказать вам пару вещей. Первое, это то, что мой отряд Триатим приглашает вас всех принять участие в играх, которые вы могли наблюдать в этом видеоролике. Так уж получилось, что с переходом моего отряда с Армы 3 на Арму Reforger нам просто негде было играть. Мы не нашли для себя ни одного проекта, который нам бы подошел. И поэтому решили сделать свой с фокусом на историческую проработку и реконструкцию. Называется наш сервер Triad Tactics.
Ссылка на сайт нашего сервера сейчас у вас на экранах, она же продублирована в описании. Это никакая не реклама, проект абсолютно некоммерческий, сделанный нами на чистом энтузиазме, как хобби, и никакой вплаты за вход мы очевидно не взимаем. Сервер содержится на средства нашего отряда. Поэтому, если вам понравилась идея эпизодов, как в этом ролике, то заходите на сайт, оставляйте заявку на участие в играх, и мы вас позовем на них. Последнее, что хочу сказать, карта Сирт, которую мы с джедаем сделали специально для этого фильма, опубликована в открытый доступ. Любой из вас может посмотреть ее в Армере Forger, либо найдите ее в мастерской, либо по ссылке в моем телеграм-канале. На этом все, всем пока.